Привет! На курсах YouTube начинающим блогерам часто говорят, что на любой контент найдется свой зритель, главное стараться. Это небольшое лукавство. Курсам очень выгодно обещать успешный успех всем подряд и выражаться максимально обтекаемо. Это так называемый тон коммуникации, документ, которому обязаны следовать все кураторы. Я это знаю, так как я сам был куратором на курсах по YouTube и не мог сказать ученикам всю правду. Начинающий ютубер похож на красивую блестящую шестеренку неправильной формы. И для того, чтобы собрать первых зрителей, надо эту форму выправить и обточить. Переделать под то, что нужно зрителям, под то, что они будут смотреть и на что будут подписываться. В этом видео я честно расскажу, что надо делать, чтобы стать успешным на YouTube. Поехали! Я много раз пробовал рекламировать свой канал за деньги на AdSense и даже делать посевы. И теперь я точно могу сказать, если у тебя нет своего продукта или бизнеса, вся эта реклама на начальных этапах полностью бесполезна. Если зрители на тебя не подписываются сами, то ты делаешь что-то неправильно. Реклама тут не поможет. Просто возьми за правило, трать на рекламу своего канала деньги, заработанные на YouTube. Если у тебя уже пошел доход за видео, значит твои видео нужны и интересны. Самое главное — это научиться делать видео, которые интересны людям. На курсах, где я был куратором, на первых же уроках просили собрать список из 20 конкурентов и у каждого выбрать по 5 видео. И многие ученики относились к этому халатно. Мол, у меня уже есть 100 подписчиков, темы я выбрал, конкурентов у меня мало, да и вообще я их не смотрел. Я буду снимать о своей жизни, а целевая аудитория у меня те, кому это будет интересно. Это критическая ошибка, делящая успех канала на ноль. Большинство учеников на курсах YouTube это иммигранты, люди, уехавшие в США или Европу. Их можно понять. Новый этап жизни, душевный подъем, все вокруг кажется таким интересным. И они думают, что эта их новая жизнь интересна всем. В итоге они не могут попасть в топ поиска по названию страны, слишком высокая конкуренция. Ну а более узкие темы, например, национальные парки США, никто не ищет. Дальше я расскажу, как снимать востребованный контент в разных жанрах. А начнем с ЦА. Первое, о чем стоит подумать, это для кого ты снимаешь видео, кто твоя целевая аудитория. Аудиторию можно разделить по полу, возрасту, по роду занятий, наличию детей и уровню дохода. От целевой аудитории прежде всего зависит твой заработок на YouTube и выбор тем. Понятно, что мужчинам больше интересно про рыбалку и машины, а женщинам про макияж и путешествия. Молодым интересней про выбор профессии, а пожилым про сад и огород. Также важна страна, откуда тебя смотрят. За молодых россиян, особенно за москвичей, платят больше, чем за украинцев или грузин, а за американцев и канадцев в разы больше. Некоторые из вас могут сказать, я снимаю не для дохода, а просто для себя. Окей, но надо понимать, что YouTube получает процент с рекламы в твоих видео, и ему выгодно продвигать коммерчески успешные каналы. Если у тебя уже есть общая идея канала, просто представь, кто будет смотреть твои видео. От этого может зависеть тон коммуникации, стиль подачи, монтаж, музыка и так далее. Дальше, самое важное, как придумать интересное видео. Прежде чем обсудить конкретные темы, я хочу рассказать про общие направления канала или жанр съемок. Даже самую банальную тему, например, про путешествия, можно снять по-разному, в разных жанрах и добиться успеха. Но выбранное направление надо будет дожимать, чтобы было интересно. Сейчас я попробую объяснить. Я изучил несколько сотен, если не тысяч каналов и поделил все видео на 3 глобальных направления. Это, условно говоря, блоги, жизнь и экспертный контент. Любую тему можно раскрыть в рамках этих 3 направлений. Возьмем путешествия. Можно рассказать о себе в путешествии, о своих привычках, о своем мировоззрении. Например, ты бегаешь по утрам, пьешь только лично смолотый заваренный чиз-фильтр кофе и не ешь мясо. Это будет влог. Яркий пример — Каролина К. Можно рассказать о быте местных жителей, где живут люди, что едят, как это готовят, как работают и о чем мечтают. Это уже совсем другое направление, и я его назову «Жизнь». Если влоги стараются снимать в красивых отелях с бассейнами, то для этого направления больше подойдет самое обычное жилище местного жителя. И обед не в дорогой кафешке, которые одинаковы по всему миру, а большой казан с пловом. Посмотри канал Summer Days, чтобы понять, о чем я говорю. А можно рассказать о стране экспертно. Для таких видео надо заранее готовить подробный сценарий, изучать местную культуру и обычаи, прочитать книжки, изучить статистику и так далее. Король этого направления Антон Птушкин. Обрати внимание, что в основном он рассказывает интересную историю за кадровым текстом. Он редко говорит в кадре сам и не показывает, что поел и где поспал. В последних видео нет даже обзора отелей. Но для большей смотрибельности этой истории он немного приправляет интервью с местными жителями.
Что важно понять при выборе жанра? Для YouTube очень важна регулярность видео, и долго готовиться и снимать одно видео в месяц может себе позволить уже известный человек, вроде Птушкина. К нему приходят через рекомендованные. А начинающим ютуберам нужно попасть в поиск по тегам. Тут простая логика. Чем больше видео, чем чаще они выходят, тем больше шансов попасть одним из этих видео в поиск. И оно уже потащит весь канал. Снимать надо чаще. Для быстрого старта рекомендуют заранее снять 8 видео и выкладывать по 3 в неделю. Теперь давай разберем каждое из этих направлений более подробно. Начнем с самого сложного, это влоги. Хороший влог строится вокруг главного события, которое интересно людям. Это могут быть яркие события из жизни. Поездка, свадьба, день рождения, переезд на новую квартиру или какие-то события из новостей, например, выпал первый снег, приехал известный артист и так далее. Конечно, такие события случаются не каждый день, и влогеры стараются что-то придумать на пустом месте. Очередная поездка в Икеа или кончились фильтры для кофе, поеду-ка я за ними через весь город. Такие мелкие события привлекают гораздо меньше просмотров. Опытные ютуберы добавляют во влоги немного экспертности, чтобы попасть в поиск. О ней мы поговорим немного позже. Чтобы сделать хороший влог, надо подготовиться и заранее написать сценарий. Снимать все, что видишь, и пытаться потом это интересно смонтажировать — прямой путь к провалу. Давай сразу перейдем к конкретным примерам. Хороший сюжет состоит из завязки, развития с преодолением трудностей и кульминации. Например, свадьба. Понятно, что обмен кольцами – это кульминация, а начать можно с подготовки. Снять выбор платья, выбор колец, подготовку танца жениха и невесты, выбор стилиста и фотографа. И можно плавно подвести уже к самой церемонии, на которой могут возникнуть сложности. Что это может быть? Не успели отрепетировать танец, опоздала невеста или внезапно пошел дождь и надо быстро придумать новую локацию для свадебных фотографий. Такое видео лучше начать с конца, показав секунд 10 со свадьбы как тизер для создания правильного настроения. Поход в лес или парк. Очень многие ребята любят снимать природу, что-то вроде трекинга или похода выходного дня. Для человека, который это снимает, выбраться на прогулку — целое событие. Но чтобы и зрителям оно было интересно, надо добавить фактуры. Многие в лесу что-то готовят, но для хорошего влога это мало. Летом можно постараться найти избу или построить шалаш, застрять на машине или взять с собой что-то интересное. Недавно выстрелило видео, где человек просто слушал радио в самодельном балагане. Зимой можно провалиться под лед хотя бы одной ногой и утопить инструмент. Или вырыть в снегу пещеру и попробовать в ней переночевать. Видео с пещерой в снегу соберет сотни тысяч просмотров, даже если человек в ней не ночевал, а только сделал вид. Просмотров будет больше, чем у того, кто честно пешком забрался на Эльбрус. Конечно, я не могу утверждать, что все блогеры, собравшие на таких событиях сотни тысяч и миллионы просмотров, заранее все обдумали и прописали в сценарии. Мы этого никогда не узнаем. Может быть, им просто повезло оказаться в таких ситуациях, но нам лучше подстраховаться и продумать все заранее. Дальше. Что делать, если тебе неинтересно долго готовиться и ты любишь снимать людей? Второе условное направление – жизнь. Это прежде всего съемка людей и их быта. И на первый взгляд напоминает влоги, когда начинающий ютубер просто снимает свой быт. И если тебе повезло, ты родился в горах Чечни, в бедных районах Индии, или у тебя отец турок, такая жизнь и такой канал сразу взлетит. Но большинству людей не повезло, и надо специально куда-то ехать, чтобы снимать быт. Summer Days жил в Подмосковье, но переехал в Узбекистан и показывает нам жизнь в Узбекистане. Приготовление плова в огромных казанах, выращивание и сбор арбузов, местные рынки и местные обычаи. И у него почти 500 000 подписчиков. Другой пример – Александр Пилот. Сейчас это больше влог, но основную популярность он получил, застряв на карантин в Индии. И какую бы он красоту ни снимал там, в названии видео он ставил слово «жесть». Без этого Индию не смотрят. Ну и третий пример. Савелий Эд из Одессы. Каждый день он снимает по несколько видео, это натуральная жизнь без прикрас. То он снимает свою пожилую мать, как она чистит рыбу скрытой камерой, то подготовку к колоноскопии, или зовет красивую девушку для примерки трусов с Алиэкспресса. У него есть огромное количество фанатов и даже отдельный форум, где зрители обмывают косточки всем персонажам из этих видео. Для съемки таких видео надо быть максимально откровенным и показывать все без прикрас. Третье направление – экспертный контент.
Это самый простой вариант для начинающих ютуберов, который строго рекомендуют на всех курсах. Он лучше всего подходит для первоначального продвижения канала. Многие ютуберы-миллионники, которые сейчас снимают влоги и рассказывают о себе и своей жизни, начинали именно с узких экспертных тем. Экспертная тема должна выбираться на основе поисковых запросов. Например, у нас на курсах была девушка, опытный дизайнер интерьера. Она переехала в США, сняла дорогую квартиру с окнами в пол, красиво оделась и начала рассказывать про цветовые решения в интерьере. Это видео набрало от силы 100 просмотров. И другой пример. Девушка из России поняла, что нужно людям, и подробно рассказала про то, как перекрасить мебель. Это видео на новом канале за 3 недели собрало почти 150 тысяч просмотров и 7 тысяч подписчиков. И пока другие мечтают, как подключить монетизацию, она сделала это легко и просто. Другой пример. Фотодрон. Канал о фотографии с 70 тысячами подписчиков. Он сумел выделить самое главное, что интересно фотографам. И это далеко не съемка обнаженной натуры, как многие могут подумать, или обзоры крутой фототехники. Он понял, что большинство фотографов снимают свадьбы и выпускные. И сделал видео «10 проблем школьного фотографа», которое за 7 месяцев собрало более 400 тысяч просмотров и большую часть его подписчиков. Подход к выбору темы в экспертном контенте чем-то напоминает подход в UX-дизайне или создании стартапа. Для начала нужно понять основную боль, что действительно нужно людям. Можно попытаться это представить и вжиться в роль этого человека. Или можно поискать, что заходит у других в выбранном тобой направлении, но еще лучше просто спросить у людей. На ютубе очень мало видео от специалистов в своем деле. Человек, который и так неплохо зарабатывает, обычно не хочет рисковать и вкладывать много своего времени в YouTube. Особенно когда видит, что выходит в тренды. Но если ты юрист, экономист, дизайнер, бухгалтер, историк или математик, я рекомендую попробовать. В каждом из этих направлений уже есть как минимум пара сильных конкурентов, и это очень хорошо. Твои видео будут попадать в рекомендованные к ним, а это самый быстрый метод продвижения. Друзья, мне очень помогают ваши вопросы и комментарии. Если что-то непонятно, обязательно спрашивайте. Я всем отвечаю в комментах или снимаю отдельные видео по вашим вопросам. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!